Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения с AliExpress. Этот год не выдался новинками, в плане новинок, в плане обновления камер, в плане каких-то новых функций. Но производители все так же камеры стараются дорабатывать, стараются улучшать те функции, которые были добавлены в прошлом году. Но в связи с чем это связано, все знают проблемы с чипами, со всеми этими делами. Это коснулось также и камер видеонаблюдения, поэтому особых новинок нету. Но есть некоторые моменты. В данном видео будет камера RS-EP10, 5 мегапикселей, 265 формат сжатия заявлен, Wi-Fi IP камера, поворотная, AI камера, то есть искусственный интеллект какой-то присутствует, дальше посмотрим. Определение силуэта человека, камера XMI-евская, приложение ICC, ICC Pro, XMI, видеорегистраторы XMI-евские, камера будет в полной мере с ними работать. Камеру, кстати, предоставил магазин SmartHat в Украине. Эти камеры на SmartHat есть. Можете сейчас прямо по ссылке под моим видео переходить и заказывать в Украине несколько дней, и они у вас будут в городе. На AliExpress также ссылку оставлю. Кому нужно, с AliExpress заказывайте, у кого нет возможности, или же кто хочет заказать на AliExpress и подождать, то можно заказать и оттуда. В комплект обычный блок питания 12 вольт 2 ампера. Такой вот корпус. Корпус разборной, кстати, стеновое крепление. Все это дело вот выдвигается на защелках. Вот так там сидит. Не составит особого труда разобрать блок питания и посмотреть, что внутри, и в случае чего отремонтировать. Но хотя это все сейчас идет одноразовое, и дешевле вам будет заказать уже готовое изделие, чем что-то отдавать в ремонт. Ну, если вы сами не хотите разобраться в этом и сами все отремонтировать. Такая вот начинка и там салазки. Понятно, что это не герметичный блок питания, но если его в какую-то герметичную распредкоробку на улице, то он будет с удовольствием работать. Обычный штекер питания для камер, индикация имеется. И чем интересна эта камера, тем, что она идет в маленьком корпусе. Обычный поворотный вариант, как привыкли видеть, белая полностью камера и маленький корпус. 14 сантиметров, 9,5 сантиметров. Две антенны, камера Wi-Fi, скорее всего, ну так и есть. Одна из них подключена, одна фейковая, это уже привыкли видеть. Камера имеет 3 ночных режима, имеет LED и ИК светодиоды на своем борту. Скорее всего, тут часть идет двойных, часть идет конкретно LED и ИК. Камера поворотная, камера с динамиком, камера с микрофоном. Все эти моменты, отвод, есть кнопки сброса на кабеле, питание. Камера также может работать по кабелю, подключив ее к роутеру. Ну и камеру можно отслеживать удаленно. Из любой точки мира заходим на приложение, смотрим с камеры картинку и слышим с камеры также картинку. Микрофон расположен в этом месте. Ну как-то место не совсем, конечно, удачное, но не знаю, будет попадать вода или нет. Что-то странно его вот здесь вот разместили. Могли бы, конечно, разместить внизу или сбоку. Ну, дело такое. Хозяйская, как говорится. Карты памяти также поддерживает. Так, такая пробка утопленная, силиконовая заглушка. Ну и там, как обычно, слот под карту памяти и имеется дополнительная кнопка сброса. Камера разборная, разберем дальше, посмотрим, что внутри. Инструкция также идет, но эти камеры подключаются элементарно. Что в этой инструкции можно воспользоваться, чем это QR-код для скачки и установки приложения на смартфоне, что в общем-то сразу и делайте. ICC Pro скачивайте, и оно идеально подходит. Элементы крепления и муфта на RJ45. Именно можно герметизировать этот разъем герметичной муфтой. Перед тем, как камеру разобрать, посмотреть, что внутри, давайте ее протестируем, подключим, посмотрим ее работоспособность, а потом уже с уверенностью можно будет ее разбирать. Подключать буду через ваттметр и заодно посмотрим мощность камеры, потребляемую в дневном режиме. И постараюсь сделать сейчас здесь именно ночь, чтобы камера перешла в ночной режим, задействовала свои LED и ИК светодиоды, что будет возможно. И посмотрим также потребление. Включаю питание, придерживаем камеру, потому что возможен тестовый режим. Очень яркие LED белые светодиоды светят.
System starting up. Потребление в ваттах Wait to be посередине. configured. Камера уже готова к подключению. В общем-то, стандартное подключение XMI-евских камер. Вот это вот тестовый режим, это, в общем-то, нормально. Это происходит калибровка камеры таким вот образом. Подергалась, возвращается назад. И, в общем-то, наверное, все. Видите, показания меняются. Понятно, что в режиме вращения камера потребляет больше потребления двигателей. Приложение ICC Pro на смартфоне, ICC или же XMI, но XMI в основном для видеорегистраторов. Список устройств, у меня есть аккаунт, поэтому все мои камеры здесь. Аккаунт, почту свою и придумайте пароль. И будет ваш аккаунт, через который вы можете заходить на облако и пользоваться облаком. Можно прямой вход сделать, но желательно иметь аккаунт. Плюс в верхнем правом углу жму. Настроить по Wi-Fi, камера по Wi-Fi, можно подключать сразу ее по Wi-Fi, если у вас Wi-Fi роутер дома. Можно, если подключение делать даже вот без интернета, без домашней сети, напрямую к смартфону, по точке доступа. Здесь все вот есть. Добавить по App режим, добавить по ID, по кабелю. Все здесь настройки есть, если развернуть. Разворачиваем, увеличивается количество подключений. И можно ее по кабелю также подключать. И это все я делал, видео показывал вам отдельно. По ссылке переходите. Здесь не буду долго рассказывать. По Wi-Fi подключаем. Все стандартно. Следующий шаг. Роутер. Выбирайте, к которому хотите по Wi-Fi подключить камеру. Пароль от Wi-Fi роутера. Подтвердить. И пошло подключение. Несколько кликов. Очень быстро и просто подключаемые камеры. Именно с этим приложением. Подключилась камера в приложение. Сразу вижу хорошую картинку. Видно, что изменения есть. Кстати, смотрите, новое, что появилось, заметил. Значок, когда на него нажимаю. Generation a Panoramic Navigator Map. То есть что-то связано с панорамой. Вынесу я камеру на улицу и прикреплю. Проверим это. Вот этого не было в прошлых камерах. Пишите вы, конечно, комментарии сразу, что это и как работает. Общаюсь с вами в комментариях. Ну и также в группу подписывайтесь в Телеграме, в чате. Также там общаемся по видеонаблюдению. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Ну и все остальное, слежение за движущимися объектами есть. Автотрек свич, вернуться в заданную область, чувствительность. Время слежения, Set Watch, все, что именно связано с XMI-евскими ICC камерами, которые имеют функцию слежения. За человеком, скорее всего, не следит. Пока еще вот хотелось бы, чтобы уже XMI-евские камеры следили за человеком. Функция определения силуэта человека есть. Камера будет людей определять, выделять объект, тот, на который она сработала, и писать по движению человека на карту памяти. Отдельно по машинам может она там по всему писать, а может писать и чисто по человеку. А вот следить чисто за человеком пока еще не может. Но давайте все-таки эту вынесем, прикреплю на улице и посмотрим. Ну все остальное, в общем-то, как обычно. Ничего здесь нового, наверное, нету. Основные настройки. Понятно, тон камеры давайте выключим именно тот момент, когда камера при перезагрузке говорит нам голосовое сопровождение. Оно нам не нужно уже. Не забываем жать «Сохранить» для подтверждения настроек. Название камеры Robot 0D7D. Так, кстати, вы ее и найдете в домашней сети у себя, если будете подключать ее к видеорегистратору, что я, в общем-то, уже и сделал. Перевернуть изображение, все эти дела. Язык устройства имеется в виду язык, а тут нету русского. Вьетнамский. А стоит русский. Ну, то есть язык голосового сопровождения. Может в планах его уже зашить туда, но пока еще нету. Скорость поворота быстро, нормально, медленно, цветовая чувствительность и громкость динамика. Динамики здесь и микрофоны стоят очень классные, можно пользоваться двухсторонним аудио. Управление паролями понятно, настройки тревоги тоже ясно. Включить детекцию, интервал времени, фотозапись, звуковой извещатель при появлении человека, если вы поставите по человеку тревогу. Камера будет включать различные фразы. Или же вы можете записать свою, the custom, там 3 секунды что-то. Привет, пока, добро пожаловать, что успеете записать, сохранить. И вашим голосом будет воспроизводить. Жмем сохранить, все сохраняется и работает. И опять сохранить, когда поставите звуковой извещатель. То есть звуковая тревога
предупреждение звучащее из динамика камеры по объекту, который камера определит. Режим детекции круглосуточно, чувствительность средний. По расписанию можно ставить все эти чувствительности, также выставлять. Оповещение приложения при тревоге на смартфон включите, кому нужно. Intelligent Vigilance, именно отметить следы. И Monster Rasters, вот это оно, кордон, различные области также можно здесь вставить, менять, сохранять. Пробуйте, заходите, все это работает. Управление памятью, карту я еще не вставил. Вставлю, и будет информация по карте памяти, по всем делам. Облачный сервис, зайдите, посмотрите, бесплатно дают они месяц, потом какие-то там есть тарифы, в зависимости от какая запись будет сохраняться, сколько дней будет храниться, от этого будет стоимость. Вот это объясните, блин, до сих пор стыдно, мне не разобрался, не было все времени. 1K Shading, дополнительные настройки. Формат сжатия 264 плюс, но нету чистого 265 пока, с этим изменений нету. Среднее хорошее, давайте хорошее поставим качество, если сохранится. И автотрек свич, ну слежение, здесь все моменты, но можно оттуда сразу заходить, это из основных настроек. Можно зайти вот сохранить, успешно сохранено. Качество видео хорошее. Или же из рабочего стола можно заходить. Настройки сети, именно где переключиться в режим точки доступа напрямую на камеру, зайти со смартфона, кому нужно зайти на карту памяти. Все точно так же будет, только камера будет работать со смартфоном не удаленно, а на расстоянии связи Wi-Fi 10 метров. Список Wi-Fi. Камера у меня сейчас работает по кабелю, но можно на Wi-Fi переключить также. Все это можно делать с приложения. Показывал я вам конкретно. Видео есть, у меня так и называется, подключение камер по Wi-Fi и по кабелю. Переходите, смотрите. Информация об устройстве, ID там устройства, прошивка какая, дата изготовления и синхронизация времени. Кстати, если не синхронизировалась дата и время у вас на отметке камеры, на картинке, туда же заходите и можно там синхронизировать. У меня все синхронно сейчас, все работает. Так, цветные светодиоды, все эти дела, вот оно, все здесь. Цветной, черно-белый, двойной. Но работает это все ночью. Можете поставить настройки. Двойной имеется в виду по движению. Включаются белые светодиоды. Какое-то время, которое вы зададите, время освещения. Минута стоит. Через минуту движения нет. Светодиоды белые выключились. Камера в черно-белый режим перешла. Все просто и картинка, ну, по-видимому, классная. Немного что-то пробивается сиреневая. Ну, матрицы бюджетные. Это бюджетная камера видеонаблюдения. Это не Sony. Требовать от нее каких-то супервозможностей нельзя. Все соответствует ценовому диапазону. В обычном цветном режиме дневном камера потребляет от 3 до 4 Вт. И давайте попробуем поуправлять. И видите, как меняются показания при работе приводов. Горизонтальной и вертикальной. Момент, когда камера использует свечение LED светодиодов, вот я ее перезагружаю, около 4,5 Вт потребляемая мощность. Все модули собраны в камере в передней вот ее части, поэтому нам нужно скрыть вот эту крышку заднюю. Вот именно идет стыковка. 4 самореза под фигурную отвертку, которые нужно нам открутить. Аккуратно извлекаем привод, моторчик динамик, вон сзади залитый шлейф. Но все как обычно, тут аккуратно нужно быть. 4 винта резьбовых черных, нет, здесь также типа шурупов, типа саморезов, потому что все крепится на пластиковый корпус, здесь резьб нету. И модуль вот этот извлекаем с матрицей. Остается модуль с LED и IK светодиодами впереди. Кстати, он не на алюминиевой подложке, на текстолитовой. Как-то странно. Ну и вот модуль, где же его маркировка, чтобы увидеть. IP-камера RM1 BLK 530 AI 307E. Может, вам лучше видно. Зафиксируйте, кому нужно. Стоит модуль такой в этой камере. Ну, они своеобразные модули. В таких камерах идут. Одну я уже разбирал, вам показывал. Именно срез, слот под карту памяти. Здесь такой овал, а здесь, то есть прямоугольный такой вот тип. Так, еще раз, вся маркировка. Кому интересно, фиксируйте.
Больше, в общем-то, нету. Здесь дальше идет маркировка по разъемам. Все промаркировано, в общем-то, прописано. Запутаться тяжело. Ну и модуль с ИК подсветкой. Ну, да, я думал, на алюминиевом должен быть. Ну, такой бюджетненький. Бюджетненький вариант с линзами. Линзы что-то почему-то... ну, можно снять. Можно снять. И да, здесь также какое-то количество двойного назначения. Светодиоды, вот, попал я на ИК и LED. Ну и какое-то там количество, или они все ИК LED. И линзочки. Также элементарно ставятся и снимаются, ну так они держатся хорошо. Микрофон тоже так добряче залит силиконом, герметиком. Вот он, ну как-то он тут сидит несуразно, но факт тому, что он имеется. Поставили его, могли, как я говорю, поставить его и в другое место. Ну, такое решение приняли. Камера бюджетная, но камера-конструктор. Как видите, все можно покупать, взаимозаменять. Модуль такой подобрать можно на AliExpress в случае чего. Понятно, что он уже не ремонтопригоден, а продается, в замену можно такой подобрать, купить, установить. Также и модуль с LED ИК светодиодами, также и приводы здесь. Ну, все, буквально все разбирается до, как говорится, до мелочей. И собирается также. Камера установлена и подключена к видеорегистратору. Видеорегистратор 32-канальный XMI-евский. Кому интересно, видеообзор я делал. Ссылки могу дать на видео. Несколько видео у меня есть по обновлению. Изначально, как я его покупал, как после обновления он начал работать. Ну и управление камерой с видеорегистратором. Именно тот момент и тот плюс поворотных камер. Так, лево-право перепутано. Ну, уже привыкли мы к этому. Поэтому здесь такие моменты бывают. Лево-право перепутано. Можно провода найти, перекинуть. Но это кому интересно. Залезть в камеру. И картинка. Ну, посредственная интерполяция имеется. Скорее всего, матрица установлена 3-мегапиксельная. А интерполяцией растянуто разрешение вот до 5 мегапикселей. Но картинка хорошая, угол широкий, на свой ценовой диапазон камера хорошо справляется. По картинке все нормально. На улице пасмурно, солнца нету, погода пасмурная такая и картинка вполне таки хорошая. Оптического зумирования нету, а таким цифровым зумированием с видеорегистратора пользоваться можно. И как раз вот тот момент, когда я захожу и могу этой камерой проследить за территорией с видеорегистратора вот вручную. Повернул туда камеру, посмотрел туда, посмотрел сюда, как захотите. И также все это можно делать удаленно через интернет. Регистратор дома у вас, монитор у вас дома, камера у вас стоит в селе, на даче, у бабушки, в другом городе, в гаражном кооперативе смотрит на гараж. Есть возможность подключить к проводному интернету камеру. И ее можно удаленно завести на ваш домашний видеорегистратор. Скоро у меня видео будет по подключению 2 удаленных камер из одного места. К одному роутеру они там подключены. И я через интернет за 300 километров смотрю их в онлайне и управляю ими. Все это можно делать. Так, низ, вверх нормально, лево-право перепутано. Цвета естественные, нету чересчур каких-то примесей какого-то. Цвета естественные. Вот насчет этого нормально. С видеорегистратора можем посмотреть характеристики камеры. Ну и как я подозревал, мы видим разрешение 5 мегапикселей, которое нельзя изменить. Это вы учитывайте при покупке камеры. Если вдруг у вас видеорегистратор не поддерживает 5 мегапикселей камеры, а только 2, то желательно вам ее не приобретать. Можно приобрести камеры такие, но там они немного дороже. Есть возможность менять разрешение. В этой нету. Только 5 мегапикселей. Число кадров по умолчанию 15. То есть 15, больше 15 не поставишь при 5 мегапикселях. Бюджетный вариант. 265X. То есть старый 264 с плюсом формат сжатия. Звук, видео в 2 потоках. Все это работает и нормально. Кстати, звук вот идет. У меня подключены компьютерные колонки к видеорегистратору. И я в онлайне. Вот сейчас микрофон поднес к колонкам. Вы слышите звук улицы. Хороший звук улицы. И также это можно делать удаленно. Зашли, поворачиваете камерой и смотрите. Ну, звук она свой передает, конечно,
приводов. С приложения можно говорить в камеру, и будет ваш голос воспроизводиться, ну, с некоторой задержкой, с минимальной, будет воспроизводиться в динамике. Кто-то подошел, вы можете пару слов даже перекинуться с человеком. Камера с приложения. Взял я смартфон, подключил мобильный интернет, камера остается на месте. Ушел, захожу в приложение, не надо никаких настроек вносить. Камера открывается. Из любой точки мира подключен смартфон к интернету, и на камере также стабильный интернет. Захожу, смотрю и слушаю. Также со звуком. Все это идет. Ну и тут плюс еще могу сказать, нажав на иконку микрофона, динамика. Ну и здесь что нам интересно, давайте попробуем вот этот функционал. Так вот происходит это. Фиксирует она места какие-то. Но вы знаете, это новое. Это новое, в котором я буду дальше также разбираться. Камера по кругу не работает. Так, и застряла. Застряла в этом положении. И вот такую собрала панораму. Есть две кликабельные кнопки. Давайте попробуем, что это нам даст. В общем-то ничего. Real-time playback. Подключение успешно. Здесь остались картинки панорамы. Я так понял, можно по ним переходить на место камеры. Ну, буду дальше разбираться, как это работает, пока я, если честно, недопонимаю. Или же можно делать, скорее всего, по пресетам. Тур, ну, тур, в общем-то, у нас идет отдельно. В общем-то, буду разбираться, но уже видите плюс, что все-таки добавляют. Добавляют они что-то, улучшают, добавляют какую-то функцию по возможности. Вот, ну, не так тухло. В этом году все, что-то все-таки есть. Давайте все-таки поставим функцию слежения, включим, посмотрим, как камера следит, насколько адекватно. Выставляю, как я вам и говорил, прошлые все видео, но до сих пор люди, кстати, задают вопросы, как камеру, чтобы она возвращалась в предыдущее положение из слежения. Выставляете то положение, которое вам нужно, чтобы туда камера возвращалась. Сюда, например. И жмем Set Watch. Сохранение произошло. Human Detection будет отключено. Окей. Камера должна следить за людьми и возвращаться в это положение. Watch Time. Давайте поставим 10 секунд слежения. Время. Уровень. Да пускай стоит высокий. Если что, поменяем. Камера настроена на слежение. Ждем движущийся объект. Так, несколько объектов. Автомобиль, кошка и человек. Камера выбирает более крупный объект и следит за ним. Следит адекватно в двух плоскостях. Пока все нормально. Так, за человеком. Вернулась назад после 5 секунд слежения. Уменьшил я время. Вот поставил 5 секунд. Время, кстати, адекватно работает. И поставил среднюю чувствительность, чтобы камера не следила за пролетающими листьями, там всем таким. И видите, там человек, если при высокой чувствительности она следила за ним, то при средней она уже его не берет. Именно вот там. Поэтому эти все настройки работают. Сейчас установлю высокий уровень чувствительности. Все тут можно с приложения делать. Соответственно, видеорегистратор видит камеру, просто выводит ее картинку. С видеорегистратора вот один момент, что камерами со слежением вот эти все моменты переключать нельзя, только с приложения. Так, автомобиль, человек и кошка. Опять же, 3 объекта. За автомобилем она наблюдает, видите, такие моменты могут быть. Отпустила автомобиль, наблюдает за человеком. Успела как-то странно, вот, блин, она его вроде и упустила, а потом раз, и за ним начала следить. Слежение адекватное.
И вот сейчас остался объект под названием кот, ну, которого камера, наверное, не возьмет. Ну, если он ближе не подойдет. Было бы интересно, если бы он зашел сюда, и она опустилась бы вниз. Но следит в двух плоскостях, здесь вопросов, конечно, нету. Нет, не обращают внимания на кота. Опять объект люди, объект автомобиль и объект кот, который, вот видите, опускается вниз. То есть следит в двух плоскостях, старается объекты, за которыми она следит, старается держать в центре картинки, насколько это возможно. Ну, работает классно. Вот придраться не к чему. Идеальный был бы вариант, чтобы она следила чисто за человеком. Не за всем подряд, а чисто за человеком, чтобы можно было выбирать эти моменты. Но пока такого нету в этих камерах, а уже б не мешало. Видите, нету движения, шевеления, не видит она. Распознала, решила, что машина уехала, все. Ну а сейчас опять вот. И при этом все пишется. Пишется на карту памяти, установленную в камере, пишется на видеорегистратор, идет запись по движению, по стоянку, что вы захотите поставите. Моментов очень много. На FTP сервер может писаться. И может писаться на компьютер, если у вас включен он в программе CMS. По CMS делал я видео также. Но тут девчонки решили, видно, попозировать на камеру. Ну и возвращается назад. Нужные правильные настройки сделайте. Вот 5 секунд, и она вернулась после слежения. Будет двигаться человек постоянно, она будет вот по окончанию движения, камера возвращается назад через заданное время. Set Watch, и потом включаем Auto-Track Switch. И у вас все работает. Момент по человеку. Управление настройки тревоги. Intelligent Vigilance. Так, опять камера следит. Давайте еще раз. И опять автомобиль и человек. Очень такие, как вроде бы по моей просьбе, все исполняется для теста камеры. Есть вот, ну, неплавного такого слежения нет, видите, ступенчато как бы, но справляется. Камера, нет, вот даже чуть-чуть плавно пошла. Какие-то алгоритмы работают. Но работает. Нормально. Именно из бюджетного ценового диапазона со слежением за объектами в двух плоскостях камера справляется. Хочу включить просто по детекцию человека, Intelligent Vigilance, заходим и включаем Human Shape Detection. При этом у нас автоматически вырубится функция слежения. Вот смотрите, она до сих пор следит до подтверждения. Подтверждаю ОК, слежение закончено, включена детекция именно за силуэтом человека. Будет камера теперь писать ролики, чисто по человеку сохранять, по разным движениям, и у вас будет выбор. Отбор по людям. Люди, проходящие мимо, камера на них будет реагировать и делать по ним запись на карту памяти. Ну и соответственно на видеорегистратор, потому что все у нас совместимо. Камера совместима с видеорегистратором. Выбираем 18 канал, на котором камера. Тестовые люди, видите, уже галочка стоит. Я ее поставил из приложения, и она тут автоматом появляется. Можете здесь выбрать порог чувствительности людей. И далее можете установить запись на FTP сервер при этом. И различные варианты. E-mail, обход. И голосовые, кстати, голосовые подсказки тут же можно настраивать. Ну, заказ там я не знаю, записать не получится, потому что к видеорегистратору не подключен микрофон. Все окей, все работает. Ждем в кадре людей. В настройках записи на 18 канале снимаю галочку с постоянки. Окей. Значок в правом нижнем углу записи удалился, видите. И теперь ждем людей. Камера, видите, не пишет по движущимся автомобилям, по разным моментам, а именно ждет силуэта человека. Не дождался людей, воскресенье, выходной день, и решил показать вам потом уже в записи. Картинка сейчас в онлайне, вот черно-белая, на улице уже темно. Смотрю, что подтянули. Немного подтянули, картинка поприятней, но все же она остается бюджетная. Потому как бюджетные матрицы, вы должны это сразу понимать.
Сравнивать 3 мегапикселя 2. Кстати, по ссылке вы можете зайти и заказать камеру в таком же корпусе только с 2 мегапиксельной матрицей, с 3 и с 5. Если у вас, например, видеорегистратор не поддерживает 5 мегапиксельные камеры. Поэтому картинка будет чуть хуже. Вариант с 3 мегапикселя не уступает 5 мегапиксельной ночной картинке. Примерно картинка будет такая же. Смотрите, вот я сейчас включил ночное, в ночном видении слежение. Поставил самую низкую чувствительность, чтобы камера не гонялась за всем подряд. За мошкарой, за какими-то пролетающими там пылинками. Как бы работает, но дневное слежение на хорошем уровне, ночное на таком себе, на 3. Ставьте самую низкую чувствительность, и время слежения там 5 секунд я поставил, чтобы камера возвращалась назад. В ночью она даже будет следить за светом от автомобилей. Какие-то блики, то есть камера будет распознавать как движение и объект, за которым нужно следить. Это вы должны учитывать. Тут вариант, вот видите, свет. Свет фар, и она уже пошла следить. Место выбирайте. Ночью камера также может работать со слежением, но должно быть место адекватное, где мало машин, где мало света, вот этих всех моментов. Может какая-то территория закрытая. Она, да, будет следить за объектом. Человек будет идти, она за ним будет следить, возвращаться назад. Вот видите, сейчас она перешла в цветное изображение и следит, потому что фары ее заслепили, следит за автомобилем. Но опять же, картинка в движении, видите, выплывет. Объект неразличим. Видно, что это автомобиль, но в движении, когда он едет, плюс камера еще движется, картинка плывет. Это особенности бюджетных матриц. Со слежением это такое дело. Захотели, выключили и не трепите ни себе нервы, ни камере. Но хотя вот смотрите. Что-то определяет движение, но там уже не захотела следить. 3 ночных режима, которые тоже, можно включать с видеорегистратора, но более адекватно вот с приложения. На лампочку нажимаем, цветной, черно-белый, двойной. Сейчас стоит двойной. Чувствительность высокая, средняя, низкая уже выбирайте. И время задержки свечения. По человеку ставите, и она включает белые светодиоды только по человеку. И сколько задержка будет после того, как она определила человека, свечение светодиодов. До 120 секунд можно ставить. Я поставил 30 секунд. Давайте в записи покажу вам. И вот именно тоже тот идеальный вариант работы камеры с видеорегистратором. Когда видеорегистратор пишет на свой жесткий диск тревогу с камеры по различным моментам. И можно делать отбор. Также точно можно будет сделать и из приложения на смартфоне. Зайти на карту памяти и посмотреть примерно все то же самое. А не примерно, а также. Если вы поставили по человеку и включили, и постоянка также будет писаться. Умный поиск. Именно тот момент, время и канал. То есть день и канал. И вот сюжеты. Внизу строка временная. Видно, красные это по тревоге писалось, зеленая это постоянка. Есть сюжеты по людям. По времени. Включаем. Этот ролик состоит из нескольких сюжетов. Остановилась газель, я просто повернул, чтобы она определила человека. И она сразу его определила, выделила его прямоугольником сиреневым, как по стандарту это она делает. Слышите вы запись со звуком, сохраняется, воспроизводится также со звуком и в очень такие, я вам скажу, хорошем качестве. Есть какая-то небольшая предзапись по людям. Вот человек. Небольшая совсем. Можно вот эти выделения следов, а именно прямоугольник убрать. В записи не будет его. В настройках Monster Rastros называется, именно показать следы. Второй сюжет по человеку в это время. Возвращаемся назад, выбираем, переходим на временную шкалу, протягиваем ее и смотрим, какое время нам нужно, выбираем. Тут есть сюжеты. Вот камера начала переходить уже в ночные режимы.
Кстати, эти ночные режимы работают только ночью. Белые светодиоды вступают в то время, когда камера переходит именно в ночной режим. Ну вот, по людям все работает, все есть. Переходим в более темное время, когда камера уже... Кстати, отлично светят LED светодиоды, вы видите, прямо засвечено. Камеру можно выше смело поднимать, и они будут светить вперед, не будет вот этого засвета мощного. Ну и вот определяет людей, переходит, щелкает, но люди расплываются. Опять же, это вы должны понимать. Очень мощный засвет внизу, камеру можно смело приподнимать, она будет светить вперед. Приподнял камеру. И можно видеть, что да, LED-светодиодов, ИК светодиодов хватает на приличное расстояние, то есть около 20 метров, 15-20 можно камеру ставить. Опять же, смотря с какой высоты, то понятно, если на высоте, то камеру будете ниже опускать. Плюс какой ее и основной, то что она поворотная, что можно ее поворачивать и менять территорию слежения камеры видеонаблюдения. Опускать вниз, если нужно, смотреть. Экспозиция работает, кстати, камера переходит. Вот засвета от ИК светодиодов нету, она справилась, экспозиция работает. А по LED, ну, если LED включится, то может быть и засвет. Ну, там уже можно регулировать цветностью, яркостью, контрастностью, всеми этими делами. По приложению я вам не показал, но приходят уведомления. Я их даже не включал, приходят уведомления, тревожные фото делаются. Все эти моменты, те, что тревога вот здесь, будет еще и сохраняться в приложении в виде фотографий. Ну и можно переходить потом на карту памяти и смотреть те или иные тревожные моменты. И даже делиться роликами, скачивать на смартфон, с карты памяти забирать. То есть вариантов очень много. У многих возникают вопросы по таким камерам, сколько же такая камера отработает. Первое, что если вы будете без фанатизма пользоваться именно слежением, управлением камерой, ну зашли, повернули по надобности. Не включать ее постоянно, чтобы она на оживленной улице, где ездят автомобили, много людей, постоянно за кем-то следила туда-сюда. Вы сами понимаете, что механизм ее долго не выдержит, потому что это бюджетный вариант за небольшие деньги. Сама камера работает продолжительное время. У меня одна из таких камер установлена в моей системе видеонаблюдения. Также я ей пользуюсь поворотами, но иногда не часто. И камера работает долгое время уже у меня в моей системе. Под открытым небом можно устанавливать. Видите, здесь полностью литой корпус, нету ничего. Но идеальный вариант будет, конечно, если она где-то будет под козырьком или под навесом установлена. Так у вас будет она работать. Для большей надежности протягивайте кабель, подключайте. Есть возможность данную камеру подключить по одному кабелю, по 48 вольт POE. Все у меня видео есть на канале. Кому что нужно, спрашивайте. Или направлю вас на то видео, или же дам ссылку на видео, или в чат, в группу заходите, там также ребята помогут. Ссылку на камеру оставляю, переходите, присоединяйтесь в чат, вы в Telegram подписывайтесь ко мне, сейчас сразу скину фотографии, в Instagram также, на канал. Всем удачи и до следующих видео, и жду ваших комментариев.